продолжаем нашу серию о наждаке. Сегодня в этом видео мы рассмотрим, как из наждака сделать шлифовальную машину, шлифовальный станок. А зачем это вообще нужно? А это нужно для того, чтобы на наждаке можно было шлифовать детали. Но скажете вы, ну есть же камень, на камне это то же самое можно и сделать. На камне камень это грубая работа, даже с мелким зерном. Это берете деталь, вам надо 2-3 миллиметра снять. Снимайте, естественно, на камне. Но есть для мягкой работы вот такая штука, называется лепесток. Он от болгарки. На болгарке вы его ставите, там 11 тысяч оборотов. Ну, естественно, если болгарка с регулировкой оборотов, то можно работать. Но сколько вы проработаете на болгарке? Ну, 20 минут, 15. Болгарка нагреется, ей надо отдыхать. Это вот такая заточная машина. Еще с 80 какого-то года этому двигателю 2800 оборотов. Ставишь лепесток, режим S1. Можно работать целый день, даже двигатель не нагреется. Потому что с лепестком тут вообще нагрузки на него нет. Двигатель 0,750 ватт. Ему вот этот лепесток, это как вот, я не знаю, перышко. Даже если давить, ему все равно практически. Он может работать и работать. Болгарка она 15-20 минут поработала. Нужно 2 болгарки тогда приобретать. 15 минут одной поработали, 20, а другая отдыхает. Берете вторую. Это отдыхает. И вот так вот менять. Потому что болгаркой постоянно 2 часа она у вас просто сгорит. Этому не будет ничего. Проверено лично. И вот лепесток вместо камня. Опять же. Для чего же нужна шлифовка? Шлифовка это уже лепестки. Это вот с болгарки. Шлифовка нужна для более мягкой работы. Или для удаления заусенцев. Для приданию поверхности определенной шероховатости. Можно прямо сделать блестящей поверхность. Можно вот отполировать. Вот такое даже будет в зеркало, если нужно. С помощью шлифовки и полировки. Ну, полировка уже, конечно, это пастами. Это у меня в видео все есть. Можете посмотреть по ссылке в описании. А шлифовка уже это как бы грубый слой. А наждак это уже прямо это такая, это уже как это. Руду добывать отбойным молотком, скажем так. И вот давайте рассмотрим, как же его, этот лепесток, вот на вал электродвигателя, в общем, на вот эту оправку сделать, чтобы он закрепился. Для этого я делал вот такие вот шайбочки, делал без токарного станка. В дальнейшем могу показать, как это делать. Можете оставить в комментариях свои отзывы, чтобы я это сделал. Я брал, в общем, шлифовал, подгонял. Вот точно в размер подогнал. Видите, даже стоит. Во, четко. Прям, наверное, до соток догнал. Ну, десятки, до соток. До соток я его догнал. Размер тут 22, 23, 22 миллиметра, 23 сотых миллиметра. 22, 23 сотки. А почему бы на камне это не сделать? На камне можно просто пролететь размер. Вот вам надо миллиметр. Ну как, на камне можно взять. Ну, будет грубо. Можно зазеваться на камне. Тоже можно пережечь. Ну и давайте теперь мы поставим на свое место. То есть вот сюда, в торец, мы поставим этот лепесток. Он будет стоять вот так с торца. Вставил я наш размер, нашу оправочку вовнутрь. Беру такую шайбу. Дальше идет у меня еще одна шайбочка. И гровер, чтобы поджимать, чтобы не раскручивалась. Да, она и так не раскрутится. Но все равно на всякий случай. Берем все это дело. Вот таким образом. Зажимаем в торец. Ставим. И начинаем. Смотрим, поправляем шайбочку, чтобы не било. Все, стоит. Зажимаем. Ну, биение все равно немножко будет, но сильно не крутите, потому что здесь она
композитный материал, раздавите этот лепесток только так. Чуть сильнее даванул, все, его нету. Обязательно, когда при работе, убирайте все вообще лишнее, чтобы ничего не отлетело. Кожух я тут еще пока не сделал. Одел маску я. Вот смотрите, видите, какая кромочка? Вот сейчас посмотрите, видите, я специально взял гладкую кромку. Вот смотрите сейчас, что сделает лепесток. После наждака такой гладкой не будет. Она будет вот такая вот вся шершавая, даже если мелкое зерно взять. Вот я почему и говорю, лепесток для мягкой работы включаем. Сначала, ну естественно, чтобы все правильно крутилось, вращалось, чтобы вот эти вот, как они, наждачка правильно заходила, чтобы именно не задиралась в нужном направлении. Потому что если сейчас в обратном направлении включить, то она вырвется, вот эти вот кусочки наждачки. Вот смотрите, для плавной работы. Начинаем точить. Смотрите, какие искры, просто покажу. Вот, плавная работа. Смотрите, ставлю. Можно даже не мочить. Лепестком сложно перегреть. Смотрите итог. Смотрите, какая кромочка. Ни одного заусенца. Практически. А лепесток 40-й. А если взять лепесток поменьше, побольше зерно, допустим, 120-й. То есть топор острый. Вот он. Я с одной стороны. Сейчас со второй. Вот. Пройдем. Сильно не прижимаю. Ну, немножко бьет, неплотно топор держу. Все, топор заточен, друзья. Немножко подбивает. Вот сейчас мы его проверим. Бумажку возьмем. Секунду сейчас, друзья. Специально видео не выключаю, чтобы наглядно было видно. Потому что, чтобы никакого фотомонтажа не было, беру вот мой топор. И вот смотрите. Смотрите, что делает лепесток. Вот. Он режет его. Не как нож. Вот. Видите, рез. Немножко как бы подрывает, но... Смотрите, листочек как идет. Видите ли? Вот. Топор режет. Вот я вам просто наглядный пример, для чего лепесток. Это 40-й. Возьму 120-й, он ее вообще будет шинковать. Топор, конечно, не сильно был тупой, но он был туповатый. Бумагу он режет на ура. Видите? Все прекрасно работает. Вот зачем нужен шлифовальный станок. Для мягкой работы нужен лепесток. Шлифовальный станок не только для шлифовки. Это шлифовать можно, ну вот, допустим, надо отшлифовать что-нибудь, вот заусенцы. Я могу его сделать беленьким, шлифануть. Могу там любую детальку сделать гладенькой. То есть любую. Вот взял жилетку. Вот смотрите. Вот заусенцы. Ну, на наждаке будет грубо. Он снимет, но будет грубо. На этом плавненько раз. Все уголки убрал. То есть оп. Оп. Будет сразу гладенько. После наждака будет, вот он не только для шлифовки. Это я просто показал, что топор можно и точить, можно шлифовать. Вот в чем суть идеи. Вот они лепестки. Это 40-й лепесток. Вот это, так, какой у нас 120-й лепесток. Тут еще вообще кромка будет. После этого можно вообще там переходить на... Ну, наверное, на 400-ю наждачку, а дальше уже и под полировку. То есть подполировать под пасту Гоя. Вот можно конечным лепестком, 120-м. Но лучше, конечно, там взять 180-й. Можно, там есть еще даже 240-е, то есть шлифовка. Вот. Так что шлифовка, это вот на наждаке, это вполне вот реальная тема. Что я вам и хочу сказать. Ну и лепесток очень себя хорошо рекомендует в этом деле.